Во время перелета из Амстердама в аэропорт Кеннеди молодая девушка передала стюардессе свой посадочный талон, на котором было нацарапано всего одно слово «срочно». «Помогите!» Глаза служащей расширились от шока, когда она взглянула на записку. Ее сердце забилось быстрее от беспокойства. Она и не подозревала, что последовавшие за этим действия пилота ошеломят и взвинтят всех на борту. Пилот с серьезным выражением лица сделал объявление по внутренней связи, от которого у пассажира по спине пробежали мурашки. Молодая девушка по имени Алина, на вид не старше 12 лет, нервно протянула свой посадочный талон стюардессе во время полета. На нем она написала одно единственное слово дрожащими буквами «Помогите». Стюардесса Лиза попыталась скрыть свое беспокойство, но ее глаза расширились, и она быстро сунула пропуск в карман. «Просто сохраняйте спокойствие, я сейчас вернусь», – прошептала она. Лиза быстро прошла по проходу к кабине пилотов. Ее сердце бешено колотилось, пока она обдумывала, что сказать. Отчаянное сообщение Алины требовало немедленного внимания, но не вызывало паники среди других пассажиров. Она резко постучала в дверь кабины пилотов, используя код, означающий срочность. Внутри. Капитан Мэтсон с вопросительным выражением лица приоткрыл маленькое окошко. «У нас, возможно, серьезная проблема», — тихо объяснила Лиза, как только дверь за ней закрылась. Она протянула капитану посадочный талон. Капитан Мэтсон сжал челюсти, когда прочитал сообщение. После минутного колебания он решил приготовиться к диверсии. «Я сделаю объявление, что-нибудь расплывчатое, но правдоподобное». Голос капитана Мэтсона был спокоен, но серьезен, когда он обратился к пассажирам. «Дамы и господа, из-за технической неполадки мы совершаем вынужденную посадку в Рейкьявике». По салону пронесся ропот. Пассажиры обменялись растерянными взглядами. Алина опустила глаза, стараясь казаться незаметной. Лиза держалась рядом. Ее присутствие было молчаливым обещанием защиты. Когда самолет начал снижаться, Алина почувствовала на себе пристальные взгляды сидящих вокруг нее людей. Ей хотелось исчезнуть. Почему она привлекла к себе внимание? Но потом она вспомнила последние слова своего дедушки перед тем, как она поднялась на борт. Если вы когда-нибудь почувствуете, что вам грозит опасность, не стесняйтесь обращаться за помощью. Внезапное изменение траектории полета не осталось незамеченным. На заднем ряду. Двое мужчин яростно зашептались на незнакомом Алине языке. Они остановились, чтобы взглянуть на кабину пилотов, а затем на нее. Их глаза сузились. Лиза наблюдала за этим взаимодействием, и ее инстинкты подсказывали ей, что ситуация становится еще более сложной и опасной, чем она опасалась. Когда в поле зрения появилась взлетно-посадочная полоса Рейкьявика, напряжение в салоне возросло. Летный экипаж действовал тихо и методично, обеспечив все необходимое для неожиданной посадки. Лиза шепотом проинструктировала свою команду. «Следите за всеми, особенно за молодой девушкой». Что-то не так. Колеса резко коснулись земли, и самолет зарулил в отдаленную часть аэродрома. Прежде чем кто-либо успел подняться, на борт поднялись исландские полицейские. Они коротко поговорили с капитаном Матсоном, прежде чем переключить свое внимание на пассажиров. В салоне затаили дыхание в ожидании. Офицеры были хорошо вооружены и быстро прошли через салон. Один из офицеров подошел к Алине. «Нам нужно, чтобы вы прошли с нами», — сказал он по-английски с сильным акцентом. Растерянность и страх отразились на ее лице, когда она подняла взгляд на Лизу. Стюардесса ободряюще кивнула, положив руку на спину Алины. «Все в порядке, я полечу с вами», — сказала она, молча поклявшись не отходить от девушки ни на минуту. Когда они высадились, Алина увидела, что еще больше полицейских окружили мужчин в заднем ряду, на которых быстро надели наручники. До Алины начала доходить реальность ситуации, и она почувствовала смесь облегчения и всепоглощающей тревоги. Частью чего она невольно стала. Лиза крепко держала Алину за плечо, направляя ее к выходу сквозь толпу полицейских. Сопровождаемые офицером с суровым лицом, Алина и Лиза шли по тихим коридорам исландского аэропорта.
Холодная безлюдная обстановка резко контрастировала с напряженной атмосферой самолета. Они шли в тишине, если не считать редких указаний офицера, эхом отдававшихся от стен. Алина вцепилась в руку Лизы, ища утешения в ее присутствии, пока их уводили от хаоса, царившего среди попутчиков. В конце длинного коридора полицейский открыл дверь в маленькую, тускло освещенную комнату. «Подождите здесь», — проинструктировал он, указывая на два металлических стула у стены. Он заверил их, что детектив скоро подойдет к вам, и закрыл дверь с тихим щелчком. Лиза ободряюще сжала руку Алины, пытаясь хоть как-то утешить ее в этом стерильном, неприветливом пространстве. В комнате для допросов Алина неловко поерзала на стуле. Казалось, что совершенно белые стены сомкнулись вокруг нее. Лиза заметила дискомфорт Алины и, тепло улыбнувшись, прошептала: «Все будет хорошо». Алина слабо улыбнулась в ответ. Ее глаза скользнули по простым деталям комнаты, часам, зеркалу и закрытой двери, которая, казалось, решала их судьбу. Время, казалось, замедлилось, пока Лиза и Алина сидели в тишине. Мягкое жужжание кондиционера было единственным звуком в тишине комнаты. Обе напряженно прислушивались, не раздадутся ли шаги, голос, что-нибудь, что могло бы послужить сигналом к прекращению их изоляции. Лиза периодически поглядывала на часы, и каждая минута тянулась дольше предыдущей, усиливая напряжение между ними. Наконец тишину нарушил слабый стук в дверь. Лиза и Алина повернулись на звук. В воздухе чувствовалось их нетерпение. Дверная ручка медленно повернулась, и легкий скрип показался им громче, чем был на самом деле. Они обменялись взглядами, готовясь к тому, что должно было произойти, готовясь к следующей главе их неожиданного испытания. Лиза повернула свой стул так, чтобы оказаться лицом к лицу с Алиной. «Не могли бы вы сказать мне, почему вы написали «помогите» в своем посадочном талоне?» Ее тон был мягким, но в то же время серьезным, чтобы Алина почувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы открыться. Алина нервно теребила край рукава, ее глаза метнулись к двери, прежде чем встретиться с ободряющим взглядом Лизы. Алина с трудом сглотнула, затем заговорила приглушенным голосом. «Я подслушала разговор нескольких мужчин. Они назвали номер моего места и подумали, что я не поняла». Она замолчала, ее голос стал почти шепотом. Мне стало страшно. Лиза наклонилась ближе и медленно кивнула, показывая, что понимает всю серьезность страха. «Алины, ты поступила правильно», — заверила ее Лиза, успокаивающе положив ладонь на руку Алины. «Это действительно смелый поступок. Просить о помощи, когда тебе страшно». Ее голос был спокойным и поддерживающим. Она пыталась хоть немного облегчить страдания Алины. Алина слегка расслабилась, успокоенная присутствием Лизы и подтверждением того, что к ее страхам отнеслись серьезно. «Они вели себя странно, перешептывались и наблюдали за мной», продолжила Алина, становясь все увереннее по мере того, как говорила. Лиза нахмурила брови, пока слушала, пытаясь понять, что к чему. И они продолжали проверять свои телефоны. После разговора добавила Алина. Лиза кивнула, обдумывая возможные угрозы и тщательно готовясь к следующим шагам. «Давайте убедимся, что детективу все известно», предложила Лиза твердым от решимости голосом. «Что бы ни происходило, возможно, все гораздо серьезнее, чем мы думали». Алина кивнула, испытывая нервозность и странное чувство облегчения от того, что ей больше не придется сталкиваться с этим в одиночку. Вместе они приготовились поделиться своей историей, осознавая серьезность того, что может произойти. «Почему ты путешествуешь одна, Алина?» — спросила Лиза мягким, но заинтересованным голосом. Алина поерзала на стуле. В ее глазах промелькнула тревога, прежде чем она ответила. «Я собираюсь встретиться со своими родителями», — сказала она ровным, но отстраненным голосом. «Они в Штатах». Простота ее ответа противоречила сложности ее эмоций, о чем свидетельствовало напряженное выражение ее лица. Всякий раз, когда Лиза выпытывала подробности о том, где были ее родители или почему они расстались, Алина отвечала уклончиво. Она говорила, что они часто переезжают с места на место, избегая зрительного контакта. Отсутствие конкретики заставило Лизу задуматься об истинной природе ситуации, в которой оказалась Алина.
но она знала, что лучше не давить на нее слишком сильно. Лиза почувствовала, что в истории Алины было нечто большее, чем она показывала. «Ничего страшного, если ты скажешь мне. Если тебя что-то еще беспокоит», — мягко предложила она, пытаясь открыть дверь для Алины, чтобы она могла поделиться более свободно. Алина подняла голову, ее глаза встретились с глазами Лизы, и на ее лице отразилась смесь благодарности и страха. Алина колебалась, затем ее голос понизился до шепота. «Это сложно. Мы расстались по причинам, которые я до конца не понимаю», призналась она, и ее слова были полны невысказанных историй. Лиза кивнула, понимая всю деликатность семейных отношений. Она не стала настаивать дальше, дав Алине возможность собраться с мыслями и подобрать слова. Их глубокий разговор был внезапно прерван звуком открывающейся двери. Вошел детектив, его поведение было теплым, но профессиональным. «Добрый день». Он поприветствовал их доброй улыбкой. Лиза и Алина повернулись к нему. Их разговор прервался на полуслове, готовый возобновиться под новым пристальным вниманием. Детектив, представившийся как детектив Арнар, поприветствовал их доброй улыбкой. «Здравствуйте, я детектив Арнар. Пожалуйста, Алина, начните с самого начала и расскажите мне все, что сможете», попросил он с сильным исландским акцентом. Алина глубоко вздохнула, собираясь с мыслями под его ободряющим взглядом, и приготовилась рассказать о событиях, которые привели ее в ужас. Алина заговорила, ее голос был ровным, но с нотками беспокойства. В самолете были эти мужчины. Они тихо разговаривали, но смотрели на меня. Это напугало меня. Детектив Арнар внимательно слушал, время от времени кивая, чтобы показать, что он следит за ее рассказом. Обратив свое внимание на Лизу, детектив Арнар спросил. Лиза рассказала о своем первом общении с Алиной. Когда она протянула мне свой посадочный талон с написанной на нем справкой, я поняла, что что-то не так. В ее глазах был испуг. Она говорила четко, в ее тоне чувствовалось беспокойство за Алину. Пока они разговаривали, детектив Арнар старательно делал пометки. Выражение его лица было серьезным, но в то же время мягким. Время от времени он задавал уточняющие вопросы, следя за тем, чтобы ни одна деталь не была упущена из виду. Его методичный подход придавал ощущение авторитета и уверенности, помогая Алине и Лизе почувствовать, что к ним относятся серьезно и что их информация имеет решающее значение. «Выслушав ваши истории, я хочу, чтобы вы знали, что теперь вы в безопасности», заверил их детектив Арнар, закрывая свой блокнот. «С этого момента мы предпримем все необходимые шаги». Его голос был твердым, но успокаивающим, обещающим безопасность и действия. Алина и Лиза обменялись облегченными взглядами, чувствуя, как тяжесть свалилась с их плеч, в ожидании следующего этапа их неожиданного испытания. Детектив Арнар разложил на столе несколько фотографий. «Вы узнаете кого-нибудь из этих мужчин?» — спросил он, внимательно наблюдая за Алиной. Ее глаза скользили по изображениям, внимательно изучая каждое лицо, пока ее рука не остановилась на двух конкретных фотографиях. «Это те самые», — сказала она тихим, но уверенным голосом, указывая на мужчин, разговор которых она подслушала в самолете. Палец Алины уверенно постучал по фотографиям мужчин, разговор которых она слышала. «Это были они», — подтвердила она, но слегка пожала плечами, взглянув на другие фотографии. «Я не знаю, кто эти остальные», — призналась она, снова сосредоточившись на знакомых лицах. Ее уверенность дала ощутимую зацепку в разворачивающемся расследовании. Когда она просматривала оставшиеся фотографии, одна привлекла ее внимание. «Подождите, кто это?» — пробормотала Алина, наклоняясь вперед, чтобы получше рассмотреть лицо, которое показалось ей странно знакомым, но в то же время неуместным. Она сосредоточенно нахмурила брови, пытаясь вспомнить, где могла видеть его раньше. Детектив Арнар заметил интерес Алины к одной фотографии. «Вы знаете этого человека?» — спросил он, пододвигая фотографию поближе к ней. Алина заколебалась, не отрывая взгляда от изображения, словно пытаясь вспомнить что-то. Я думаю, что видела его раньше», — медленно произнесла она. В ее голосе звучали неуверенность и заинтригованность. Как раз в тот момент, когда Алина собиралась продолжить, дверь распахнулась. Капитан Мэтсон быстро вошел,
Его присутствие сразу привлекло к себе внимание. «Извините за вторжение», — отрывисто произнес он, обводя взглядом комнату. Алина замолчала, слова, которые она собиралась произнести, повисли в воздухе, когда внимание присутствующих переключилось на внезапное появление капитана. Капитан Мэтсон твердым шагом вышел на середину комнаты. «Дальше. Я сам детектив», — уверенно заявил он. Затем он сел прямо напротив Алины и Лизы, и его поза свидетельствовала о смене командования. Детектив Арнар выглядел озадаченным, но, поняв, что к нему обращаются как к начальнику, медленно поднялся, чтобы выйти из комнаты. Детектив колебался, явно испытывая неловкость от того, что уходит. «Вы уверены, капитан?» — спросил он, и в его тоне прозвучала смесь уважения и беспокойства. Мэтсон твердо кивнул, не колеблясь. «Да, детектив. Спасибо вам за вашу работу». Неохотно кивнув, детектив Арнар вышел, оставив комнату под контролем Мэтсона. Как только дверь захлопнулась, Мэтсон повернулся к Алине с серьезным выражением лица. «Я должен сказать вам, что я не просто пилот», — начал он тихим голосом. «Я также агент Интерпола». Глаза Алины расширились от удивления, а Лиза застыла в напряженной позе. Этот неожиданный поворот событий объяснил властное поведение капитана, но вызвал еще много вопросов. «Я приношу извинения за опасность и путаницу», — продолжил Мэтсон серьезным тоном. «Я подозревал, что во время этого полета что-то может произойти, основываясь на предварительной информации». Его признание выявило уровень сложности и опасности, которых Алина и Лиза не ожидали, заставив их переосмыслить каждый момент полета вплоть до сегодняшнего дня. Алина и Лиза обменялись быстрыми тревожными взглядами, почувствовав серьезность того, чем поделился Мэтсон. Обе склонились друг к другу, очарованные и обеспокоенные тем, что может произойти дальше. Мэтсон намекнул, что в этой ситуации есть нечто большее, чем вы могли предположить, подготавливая их к предстоящим откровениям. Они напряглись, понимая, что их испытание еще далеко от завершения. Выражение лица капитана Мэтсона стало серьезным, когда он рассказал о своих обязанностях по защите во время полета. «Мне было поручено обеспечить вашу безопасность, Алина», — объяснил он ровным и ободряющим голосом. «У нас были данные, свидетельствующие о том, что вы можете оказаться в опасности». Алина внимательно слушала, и ее прежнее замешательство постепенно перерастало в понимание серьезности ситуации. Он продолжил. «Летный экипаж и я незаметно наблюдали за этими людьми с того момента, как вы поднялись на борт. Откровение Мэтсона пролило свет на ранее незамеченную бдительность экипажа. Мы должны были действовать осторожно, чтобы избежать ненужной эскалации ситуации», добавил он, подчеркнув необходимость их скрытности. «Извини, что не сказал тебе раньше», извинился Мэтсон, встретившись с ними взглядом. «Мы не могли рисковать и предупредить кого-либо, кто мог бы наблюдать за нами, в том числе предупредить подозреваемых, поставив их в известность о наших подозрениях. Его извинения были искренними и отражали хрупкий баланс между поддержанием безопасности и невызыванием паники. Ваше обращение за помощью имело решающее значение. Это подтвердило наши опасения и привело в действие наш защитный протокол», объяснил Мэтсон. «Мы уже согласовали действия с местными и международными властями, чтобы обеспечить вашу дальнейшую безопасность». Его слова были направлены на то, чтобы успокоить Алину и Лизу, дать им понять, что их ситуация находится под контролем. «Теперь, когда у меня есть четкий план, мне нужно ваше сотрудничество для продвижения вперед», твердо заявил Мэтсон, вставая. Он повел Алину и Лизу к двери в дальнем конце комнаты. «Давайте пройдем в безопасное место, где мы сможем лучше разобраться с этим». Пока они шли, Алина испытывала смесь облегчения и тревоги, осознавая, какую важную роль она теперь играет в этой разворачивающейся международной драме. Пока они шли, капитан Мэтсон понизил голос до непринужденного тона. «Вы направлялись к своим родителям, не так ли?» — спросил он Алину. Вопрос прозвучал небрежно, но его глаза искали в ней нечто большее, чем просто подтверждение. Алина медленно кивнула. Когда Мэтсон продолжил расспросы, «Как зовут твоего отца?» Она тихо ответила, «Мика Робертсон». На этом Мэтсон замолчал, и на его лице появилось выражение глубокой задумчивости, как будто это имя имело для него неожиданный вес. Не говоря больше ни слова,
Мэтсон жестом пригласил их следовать за ним в другое помещение. Он провел Алину и Лизу в другую комнату, на этот раз с односторонним остеклением, предназначенным для дискретной идентификации. Судя по обстановке, они переходили к более серьезному этапу идентификации и верификации. Внутри несколько мужчин выстроились в шеренгу лицом вперед. «Вы можете кого-нибудь здесь опознать?» — спросил Мэтсон ровным голосом, ничем не выдавая своих мыслей. Алина внимательно оглядела состав, прищурившись, пытаясь вспомнить лица, которые запомнились ей во время полета. Пересчитав мужчин в составе, она нахмурилась. «Их должно быть 4», — начала она с явным замешательством. Но прежде чем она успела продолжить, внезапный шум в левой части комнаты привлек всеобщее внимание, прервав ее на полуслове. Ее внимание резко переключилось на источник шума. Алина и Лиза были застигнуты врасплох, когда к ним бросилась группа мужчин. Лицо лидера исказилось от ярости. Внезапное движение нарушило напряженную тишину комнаты для опознания, и обе женщины инстинктивно отступили назад. Их сердца бешено колотились. Полицейские начали действовать, молниеносно проскочив мимо Алины и Лизы. Они приблизились к нападавшему мужчине, намереваясь перехватить его прежде, чем он доберется до Алины, которая стояла как вкопанная с широко раскрытыми от страха глазами. Как раз в тот момент, когда ситуация, казалось, вот-вот накалится еще больше, из-за кулис выскочила неожиданная фигура. Быстрым движением он повалил разъяренного мужчину на землю, надежно прижав его к полу. Комната наполнилась звуками потасовки, когда нападавший боролся под тяжестью своего похитителя. Полицейские быстро надели наручники на поверженного нападавшего и подняли его с пола, в то время как он продолжал сердито кричать. Алина и Лиза ошеломленно наблюдали за происходящим, едва в состоянии осознать стремительное развитие событий. Непосредственная опасность миновала, но на их лицах все еще было написано потрясение. Капитан Мэтсон быстро подошел и встал перед Алиной и Лизой. Его присутствие было надежным барьером в окружающем их хаосе. «Держитесь позади меня», — твердо приказал он, оглядываясь, чтобы убедиться, что они не пострадали. Пока он говорил, другие полицейские пытались задержать оставшихся подозреваемых, восстанавливая видимость порядка в потрясенной комнате. Когда пыль улеглась, мужчина, который вмешался, поднял глаза и встретился взглядом с Алиной. Его пристальный взгляд, напряженный и ищущий, встретился с ее взглядом в захламленной комнате. На мгновение их взгляды встретились, полные невысказанного понимания. Узнавание отразилось на лице Алины, расплывшись в широкой улыбке, полной слез. «Папа!» — она вскрикнула. Ее голос прерывался от волнения. Комната, казалось, замерла, когда ее слова эхом отразились от стен. Не колеблясь, Алина бросилась через комнату. Ее шаги были быстрыми и энергичными. Когда она подошла к нему, они крепко обнялись, и это было долгое, цепкое объятие, которое говорило о многом. Слезы текли по ее лицу, когда она уткнулась в его плечо. Облегчение и любовь смешались в их крепком объятии. Лиза наблюдала за встречей отца и дочери с близкого расстояния, и на ее лице расплылась теплая улыбка. Она почувствовала огромное облегчение, благодарное за то, что Алина оказалась в объятиях человека, которому она доверяла больше всего. Этот радостный момент среди хаоса принес в комнату ощущение покоя. Офицеры, заметив трогательную сцену, осторожно приблизились и заговорили вполголоса. «Нам нужно перевести вас в более безопасное место», — мягко объяснил один из офицеров. Они отвели Алину и ее отца, все еще обнимавшихся, подальше от зевак и потенциальных угроз, обеспечив их безопасность, пока они шли в более безопасную часть учреждения. Отец Алины, все еще крепко прижимая ее к себе, тихо объяснил. «Ты была под защитой, милая, сама того не осознавая. Твоя записка с просьбой о помощи активировала секретный протокол безопасности, который у нас был. Его слова раскрыли все уровни безопасности, которые безмолвно оберегали ее от теней, обеспечивая ее безопасность на каждом опасном повороте. Капитан Мэтсон присоединился к ним. На его лице было серьезное выражение, но в то же время облегчение. «Наша быстрая реакция имела решающее значение», — заявил он. «Это обеспечило твою безопасность, Алина, и помогло нам поймать тех, кто угрожал тебе.
Его слова подчеркнули эффективность и своевременность операции, которая развернулась незаметно для нее. Лиза шагнула вперед, ее глаза блестели от непролитых слез облегчения. «Я так рада, что ты в безопасности», — сказала она Алине, нежно обняв ее. Повернувшись к отцу Алины, она добавила: «И спасибо тебе за то, что защитил ее». Ее обещание повисло в воздухе. «Я буду здесь, если тебе еще что-нибудь понадобится». Капитан Мэтсон, переводя взгляд с Алины на ее отца, наметил дальнейшие шаги. «Мы усиливаем меры безопасности в аэропорту и на всех ваших маршрутах, чтобы подобное больше не повторилось». Его заверения были твердыми и свидетельствовали о том, что их дальнейший путь будет охраняемым и безопасным. Когда инструктаж закончился, Алина держалась поближе к отцу, ободряюще сжимая его руку. Она испытывала глубокую благодарность за его защиту и за то, что ее ужасное испытание закончилось. Окруженная теми, кто защищал ее, а Алина наконец почувствовала покой и защищенность, готовая двигаться дальше по жизни.